Всем огромный привет! Сегодня готовлю очень вкусный торт. Торт готовится очень просто. Для его приготовления нам даже не понадобятся весы. Все продукты я измерила 200-граммовым стаканом, стакан муки, стакан кефира и неполный стакан сахара. Также по рецепту идет 4 яйца, 4 желтка идет в тесто, 4 белка пойдет в крем. В желтки добавляю хорошую щепотку соли и всыпаю весь сахар. При помощи вилки или венчика все перетираю до однородности. Если есть желание, можете перетирать желтки до светлого состояния. В желтки с сахаром добавляю стакан кефира, все хорошо перемешиваю примерно 3 минутки. Нужно, чтобы сахар немножко растворился. Теперь сюда просеиваю стакан муки, 2 полные столовые ложки какао и 10 грамм разрыхлителя. Если кому-то из вас захотелось разрыхлитель заменить на соду, читайте под видео в описании, как это правильно сделать. Тесто готовится очень просто, поэтому перед началом его приготовления уже можно включить духовку на 170-180 градусов. Полученное тесто переливаю в подготовленную форму. У меня это кольцо диаметром 19 см. Дно я застелила обычной фольгой в 2 слоя, а на бока приклеила пергамент. Отправляю форму в хорошо разогретую духовку и выпекаю в течение 40 минут. Первые 30 минут нет смысла открывать духовку. Через 30 минут вы можете начинать проверять готовность зубочисткой. На выходе она должна быть полностью сухой. Теперь крем. Перед тем, как начинать его приготовление, у вас уже должно быть вот такое вот размягченное сливочное масло. Поэтому масло из холодильника доставайте за 2-3 часа до начала приготовления. У меня здесь 4 белка от средних яиц. В среднем один белок весит 30-33 грамма. Итого в среднем у нас получается 140 грамм белков. Сахара нужно взять в 2 раза больше. Это 280 грамм. Это 17 вот таких вот столовых ложек сахара. Или также замеряем 200-граммовым стаканом. Берем 1 целый стакан сахара и 1/3 часть стакана. Кастрюля с водой у меня уже кипит. Сверху ставлю посуду с белками. Будем греть белки на водяной бане. Очень важно, чтобы дно посуды с белками не касалось воды. Вода у меня кипела на сильном огне, немножко убавляю огонь и грею белки на огне чуть выше среднего. Грею белки до температуры 60 градусов. Есть термометр, замеряйте. У меня его нет, и я грею белки ровно 6 минут. Опускаю палец в белки, и белки очень горячие, снимаю их с огня. Также проверяю, чтобы полностью растворился сахар, и начинаю взбивать белки на максимальной скорости миксера. Если у вас есть ручной миксер, вы можете взбивать белки прямо в посуде, в которой их грели. Белки взбиваю до состояния такой густой плотной пены. На это может уйти примерно 5 минут. Все зависит от мощности вашего миксера. Как получили вот такой результат, начинаем добавлять масло. Масло добавляем по 1 чайной ложечке. Добавили масло, взбили все до однородности, и так с каждой порцией. С первой порции добавления масла белки сразу станут жидкими, но вы не пугайтесь, постепенно с добавлением масла крем начнет густеть. В процессе взбивания крема я добавляю ванилин. Также, если любите нотку цитруса, можно добавить столовую ложку лимонного сока или столовую ложку сока апельсина. Крем у меня готов, буду резать бисквит на коржи. Вот такой вот у меня получился бисквит. Забыла вам сказать в начале, главное, чтобы все продукты, которые идут на бисквит, были комнатной температуры. Коржи готовы, теперь можно собирать тортик. Я воспользуюсь кондитерским кольцом, но можно обойтись и без него. Крем разделю примерно на 2 части. Одну часть крема выкладываю на первый корж. Как собрали торт, убираем его в холодильник хотя бы на 1,5-2 часа. Бисквитные коржи очень влажные, поэтому долго им пропитываться не нужно. Как прошло 1,5-2 часа, я готовлю глазурь. Для этого беру 3 столовые ложки сахара, к ним добавляю полную столовую ложку какао. Все хорошо перемешаю до однородности, чтобы не было комочков, и добавляю 2 полных столовых ложки сметаны.
Сметана у меня 20% жирности. Все хорошо перемешиваю до однородности и отправляюсь к плите. Буду варить глазурь на среднем огне. Глазурь непрерывно помешиваю. Как появились первые бульки, снимаю с огня. Сразу в глазурь добавляю кусочек сливочного масла и перемешиваю. Глазурь все время перемешиваю для того, чтобы она быстрее остыла. Выливаю глазурь сверху на тортик. Такая глазурь всегда остается вот такой вот блестящей. Даже на второй день она вот так вот блестит. Торт по такому рецепту получается очень вкусный. Белково-масляный крем очень хорошо сочетается с этими коржами. Единственное, одному из моих дегустаторов показалось много крема. Если вам уже кажется, что много крема, попробуйте приготовить не на 4 белка, а на 3 белка крем. Приготовление такого крема уже есть на моем канале. Там я готовила из 3 белков и использовала всего лишь 180 грамм масла. Ссылку на приготовление крема я оставлю вам в описании. На мой взгляд, здесь очень вкусно все сочетается. Пробуйте, друзья, готовьте. Надеюсь, и вам понравится этот тортик. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик.